Всем привет, дорогие друзья! Это канал Subway Today, и это легендарная игра Road Rash. Road Rash, кто как ее называл, но суть была одна: прийти первым. Неважно как. Главное было пересечь черту первым. Вот и все. Нужно было избавиться от своих конкурентов. Игра 2002 года или 2000 года. Давайте посмотрим. 4 valves per cylinder, double overhead cams. Bun, pay attention. If Helmet can win with this thing between his legs, so can I. This is a fire-breathing, asphalt-eating, Desaad chariot of doom. Get out of the way! I blew you away, Spaz! You suck! You should be killed. Собственно, вот такие здесь катсцены. Что ж, в игре представлены две банды. Это байкеры и спорткары. Вот такие вот реальные кабаны. В бандах, соответственно, в спорткаре это Буч, Кэт и Дрюкс. Но мы с вами, наверное, все-таки сыграем за реальных кабанов. Кто тут есть? Свич, татуировщик, Стекс и Кирпич. Да, давайте сыграем за Кирпича. Крутого, брутального человека. 245 фунтов вес, цвет красный, оружие кулак. Ну что же. Так, насколько помню, в игре представлено 9 трасс, по 3 в каждой локации. И 2 мотоцикла. Теспер и Ямаха Храбрый. Выберем то, что побыстрее. И поехали. Будет очень весело. Очень приятно окунуться в ностальгию 90-х. Игра, говорю сразу, запускается на эмуляторе PlayStation 1. Играется на джойстике беспроводном китайском. Но при всем при этом какие-то проблемы могут возникнуть все-таки. Поскольку это эмулятор. Так, ну что ж. Вот такие вот мы брутальные БДСМщики в кожаных штанах. Так, это вроде суперудар. Я пытаюсь вспомнить управление по ходу. Здесь не так много кнопок и всего лишь пару комбинаций. Если ничего не менялось. А вряд ли что-то менялось. Получай. Ах ты ж падла. Так, правый поворот. Уходим. Да, мотоциклы умеют дрифтовать. Передайте за проезд. Так. Уважаемый, получай. Собака, получи дубинкой. Так, я дубинку отжал. Да пошел отсюда вон, собака. Это скотина. Сбросили меня под встречку. Ничего страшного, встали, отряхнулись. Побежали. Так, мы 14-е, проехали уже 1 милю. Сейчас, я думаю, наверстаем. Так, что у нас? Надо вспоминать. Есть удары руками, ногами. И вот это быстрый. Да-да-да. Это супер удар. Так, -1 есть. Начало положено. И это не просто начало, а это хорошее начало. Так, у нас шикарная прическа. Супербайк. Осталось только финишировать первым. В целом здесь нет как такового сюжета. Всего лишь кат-сцены длительностью вот так 20-30 секунд вперемешку с игровым. Пошел вон. И ты. Хорошо пошло дело. Мне кажется, моя банда меня будет ненавидеть за то, что Кирпич своих всех перебил. Мы играем в игру «Догони меня, Кирпич», и пока идем успешно. Так, по-моему, можно, да, можно прыгать. Если встаешь на дыбы, то через легковушки прыгать можно. А ну пошел отсюда. Помумукай мне еще. Так. Пончиковый народ прибыл. Так, мы 3-й. Осталось 2. Так, вот 2-й. Отлично. Хорошо, пошли. Вот это ДТП мы устроили. Завалили всех.
Смотри, человек догулялся. Еще подтолкнули удачно. Так. Пончик Мэн. Пончик Мэн за таксистом был. Пончик Мэны появляются спонтанно в игре, независимо от того, бьешь ты байкеров или не бьешь. И его задача остановить именно тебя. Он концентрируется на тебе, он не принимает в жертвы никого из тех, кого ты сбил. И у них несколько видов оружия. Шокер, наручники. А ты собака, смотри. Он наручники мне кинул. Пес. Так, переключаемся на дубинку. Ну-ка, подойди ко мне. Так, вон первый. Вон первый. Сейчас догоним его. Нет, не догоним. Это финиш, потому что... Но там, по-моему, финишировал наш. Здесь же суть в чем? Две банды, и главное, чтобы твоя банда финишировала. 3 минуты 22 секунды. Вполне неплохо. Я думаю, мы прошли эту гонку. Ну, если нет, значит, перепройдем еще раз. Единственное, нужно сразу пойти и отключить музыку. Это я забыл сделать в самом начале, и это очень может сильно сказаться на том, что YouTube может просто заблокировать ролик. Поэтому музыку мы сразу убавляем. К сожалению, музыка хорошая, приятная для того, чтобы кататься, но YouTube со своими правилами иногда все это дело портит. Так, следующая трасса на зеленой холмистой местности, среди коровок. Игру самое приятное, можно играть вдвоем на одном экране. Для этого в игру вводится... Не в игру вводится, а получается к мотоциклу приделывается люлька. И персонаж, соответственно, который сидит в люльке, отвечает за дополнительный маневр вправо и защиту правого борта. Тот, кто едет на мопеде, да уйдите вы отсюда. Тот, кто едет на мопеде слева, соответственно, отвечает за защиту слева. Дерево! Хорошо крутануло. Так вот, водитель отвечает за левую сторону и за основное рулевое управление. При этом напарника могут выбить из люльки, и ты будешь путешествовать без него. Это даже вполне реально, можно финишировать. Но единственное, что если тебя выбьют как водителя, а персонаж в люльке остался, извините, до первой встречки. Так, мы снова упали, нужно догонять. Я тебя там повакаю. Сейчас кирпич всех догонит. В игре очень много видов оружия. Насколько помню, это цепи, нунчаки даже есть. Крюк. Да уйди отсюда, разорался. Дубинка железная, дубинка деревянная. И, по-моему, самый козырный, соответственно, это кулак. Если что-то было, то мы до этого доберемся, что я мог пропустить. Пошел вон отсюда! Это, видимо, мстители за ту гонку меня догоняют, свои же. Так, здесь вроде есть нитроускоритель. Да. Помнят еще пальчики, как нажимать все это дело. Но вот, к сожалению, это единственный вид графики, который был доступен на тот момент. Для 2000-х это прямо сверх шикарная была графика. Тогда не было плоских плазменных ЖК телевизоров, тогда были всякие Sony, Panasonic, Philips, которые подключались к плойке, вот так вот, пончиковый, которые подключались через тюльпаны по стариночке. И за счет того, что все-таки старые телевизоры не обладали хорошим качеством, все вот эти пиксели были весьма неплохо сглажены. Эффект сглаживания был встроен. Пошел вон, вон. Жалко, нельзя только перепрыгивать на байк. Так, вот здесь, по-моему, взлететь можно. Ну да, пошел я. Все взлетели, кроме меня. Так, левый поворот. Так, проехали 4,5, скорее всего, скоро финиш будет. И тут с нами конкурент. Пошел вон отсюда. Ой, я еще одну дубинку отнял.
О, смотри, финиш. Мы первые. И это здорово. 3 минуты 7 секунд. Хороший результат. Так, поехали дальше. Игра стоит просто для того, чтобы в нее заходили, отдыхали, фанились. Вообще никакого напряга. В лихие 2000-е в нее больше всего играли. И передавали друг другу джойстик ради того, чтобы пройти и завалить как можно больше народу. Здесь не было цели прям приехать первым. Вы когда играли с друзьями, всегда соревновались на том, чтобы навалить больше черепков. Неважно, твои, чужие попали под руку. У кого больше черепков? О, первое ДТП. У кого больше черепков? Значит, тот более скилловый в драке. Пошел вон! Так, это у нас пустынная... пустынная трасса. И что-то здесь какие-то ребята прям чайники. Пошел вон отсюда, падла! И ты пошел. Сейчас ты получишь, иди отсюда, собака. Оу-оу-оу. Звуки боли. Так. Ну-ка иди отсюда, Надя. Также, по-моему, в 2014 выходил аналог игры. Она в Steam есть и называется Road Redemption. Соответственно, это на новом движке. Люди просто вдохновленные данной серии игр. О, полетели. Возобновили все это дело на новом движке. Так, Петрович. Гадя Петрович нас догонять будет. Самое обидное, что менты такие достаточно противные. Если с каким-то шокером попадется, он тебя выносит очень быстро. Пошел отсюда. Вот, и игра есть на новом движке, но она не передает такой дух, как, наверное, вот эта старая именно Jailbreak на плойку. Новые версии слишком короткие трассы, они неинтересные, блин, да выруль ты отсюда. Они вообще неинтересные. Плюс там добавлено УЗИ и прочее, то есть уже как огнестрельные перекатушки. Иди отсюда, постучи мне еще, блин. Пошла вон. И ты пошел вон. Стучит он мне по кукухе. Себе постучи. Так, догоняем. Надо в лидеры вырываться. Поэтому я играл буквально, может, минут 10. На тот момент она еще была такая весьма сыроватая версия. Были какие-то проблемы. Она даже очень плохо с джойстиком подключалась, синхронизировалась. Возможно, сейчас это все дело подправили. Поэтому после этой серии мы обязательно сыграем и в новую, обновленную. Также она была на Денди и даже на Sega. Но там было все немножко более примитивно. До свидания, Петрович. Там было совсем все примитивно. Так. Еще один появился, смотри. Он отстал быстро. На Sega, на Денди там даже не было выбора бан. То есть ты начинал, просто пошел вон отсюда. Там просто играешь за байкера и все. Так, вон финиш. И в лучшем случае тебе давали дубинку. Вот и все оружие, которое было в игре. То есть кулак плюс дубинка. О, 2:59. Это, по-моему, лучшее время, за которое мы умудрились проехать. Вполне неплохой результат. Вот он. Самый крутой чувак, который во всех видеороликах. Человечек, который ставит лайки. И при этом у него шлем с оленями рогами. Так, следующая трасса это городская. Только помню, еще на трассе с коровами, которые вот нарисованы, можно все-таки их встретить и в них можно врезаться. Мы отыграем с вами, по-моему, порядка 10 карт. О, смотри, супероружие есть. Оно с первого раза выносит. Насколько помню, сейчас надо будет кого-то ткнуть с более сильных соперников. На дрищавых не надо это юзать. Простите, пожалуйста. Так, возвращаемся на трассу. Да ладно. Я думал, это может и снести. Вот это я прогадал. Хороший водитель на вес золота.
Красавчик просто. Взял пешехода в наглую снес. А че он гуляет по дороге? Ой, игра, конечно, это сплошная забава. Так вот, мы отыграем с вами порядка 10 карт, и это будет означать, что первая глава в игре пройдена. Потому что там потом будут открываться... Пошли вон, пошел вон, вон. Идите отсюда. Там откроется новый байк, трассы будут чуть-чуть подлиннее, персонажи будут более злые, особенно кто в лидерах. У них тоже будет супер оружие, они все будут, по-моему, уже вооружены. Иди отсюда, занято здесь, это моя полоса. И ты пошло отсюда. Разъездилось оно тут. Иди отсюда. Вот, поэтому на несколько серий разобьем, постараемся пройти, потому что в лихие, опять же, 2000-е, я эту игру не проходил, мы с друзьями просто фанились, катались и сносили соперников. При этом, при всем, в игре можно играть даже за того же, скажем, Петровича Закопа. Так. Мы третьи. Вот, и там была задача тоже поймать. Поэтому, скорее всего, все, скажем, доп. Режимы, вот эти маленькие DLC, которые есть, они будут засняты отдельным роликом, как доп-контент. И, может быть, найду кого-нибудь в люльку посадить, посмотреть, что он из себя представляет. Потому что там даже в люльке можно прыгать через машину. Ты встаешь на дыбы и вперед. Выглядит это весело. Так, обходим нашего последнего. Мы первые, сзади нас двое наших, поэтому, скорее всего, мы возьмем призовые места. Так, догоняют, в коробочку забирают. Иди отсюда, пошел отсюда, пес. Собаки, а? Ты смотри, какие злые. Чуть-чуть не скинули. Иди отсюда, занята моя дорога. Пошел отсюда. Иди отсюда, я сказал. Ух ты. Я еще цепочку у него забрал. Иди отсюда, я сказал, вон отсюда. Собака сутулая. Ух ты, вот и финиш. Хороший финиш. Мы еще и забрали кучу всего. Так, 3:02. В среднем трасса это 3 минуты, если без падений. Так, что у нас дальше? Дальше травянистая локация. Вперед к альпийским коровкам. К сожалению, видеозапись происходит с помощью одной программы. Голос записывать с помощью другой, поэтому какие-то расхождения, скорее всего, будут. И буду очень долго сидеть править, поскольку эмулятор может выдавать ошибки. Где-то какие-то подвисания, когда он, перестает просто числиться в системе. Простите, пожалуйста. Еще и проехались по нему. Поэтому буду дорожку править, чтобы все комментарии выглядели адекватно. Иди отсюда! А то будет обидно, когда комментарий к драке будет относиться к тому моменту, когда я в прыжке буду. Да, поэтому ролик может выходить с задержкой, скорее всего, на 1 день. Так, Пончик Мэн. Балуни. У-у-у-у-у. Нормально меня так. Вот это меня швырнуло. Вот это я покатился. Так, Пончик Мэн уехал вперед. Мне повезло, что он не поймал меня. Но полетел я знатно. Ты за что по моему байку проехал, собака сутулая? А ну пошли отсюда. Так, Пончик Мэн меня ждет. Нужно будет... Да, уйди отсюда. Просто у разных копов у них своя тактика. Кто-то с шокером, кто-то обгоняет тебя и начинает тормозить перед тобой. Так, аккуратно. Еще с байка, по-моему, можно упасть, если в сильный дрифт входишь и байк не выравниваешь.
Вот так-то. Для разговоров тут прямо отдельная кнопка идет, чтобы ругаться. Вот, если сильно дрифтуешь и не выравниваешь мопед этот, то, соответственно, минус. Вот так вот. А ну пошел, пошел вон. И ты пошел вон. Все пошли вон. Ходят они тут, понимаешь ли? Ух. Сейчас, секундочку. Продолжим. Так, иди отсюда. Ну, как по мне, байкеры выглядят намного интереснее, нежели вот эти спортивные товарищи. Те как-то прямо одинаково все выглядят буквально. Только несколько персонажей отличается. А так в основном розово-голубые костюмы. Hasta la vista. Это, видимо, фразу взяли из Терминатора. Пошел отсюда. Ты чё там мне? Иди, не показывай мне свою ногу. Пошел вон, а то башмак сниму. Как будто женщину избил, такие крики были. Так, троих вынесли. По-моему, когда больше 5 набираешь, там уже не ряд идет, а там уже набирается просто черепок и количество цифркой пишется. Ну иди отсюда. Пошел, пошел. Пошел, 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 пошел. Эх. Да посигналь сам себе. Так, кто первый, кто первый? Кто первый? Так, руки подняли мы вверх. Значит... Оуе. Значит, мы первые. Хотя время одно, но нас игра поставила выше. Что не может не радовать. Так, сколько трасс? Так, 2 пустыни, 1 город, 1 трава. По-моему, 4 трассы осталось. Но играется она абсолютно легке. Кстати, выбора сложности нету. Он просто отсутствует. Поэтому приходится использовать все свои способности на максимум, чтобы пройти. Так. Оба. — 110 миль в час или километров в час. Не знаю, в чем тут скорость измеряется. Ну, просто 110, и это нужно знать. Иди отсюда, иди отсюда. Ты с кем, собака, драться собрался? И ты иди отсюда, иди. Это тебе от того, сзади. Ну, а самолеты на взлет пошли. Несмотря на то, что вот такое все достаточно простое, атмосферу сделали очень шикарную. То есть самолеты, где-то, по-моему, истребители. Какие-то индейцы еще катаются на мопедах. Им бы на лошадях скакать, а они на мопед садятся. Иди отсюда. Так, пошла скиллуха. Так, во, у этого крюк есть. Причем эти товарищи тоже могут использовать сильные удары и вынести тебя за один раз. Эть, не попал. Так, развилка налево. Иди отсюда, пончик. Ты чё, поворотник не включаешь, дурак? Подрезает, понимаешь ли. Так, мы вторые, перед нами ЛТ Аша. О, пончиковая была слева, может там остановится, товарищ. Игра по русификации даже на плойке была очень плохо русифицирована. Там какие-то буквы были абсолютно непонятно как сделаны. То есть вместо ше там же, по-моему. Ну, есть такие переводы иногда от корейских каких-то игр, где хромает перевод, но даже без этого все понятно, что в игре происходит. Основной текст ясен. Так что, мы уверенно лидируем. Позади нас товарищи на 0,05 отстают. Это 50 метров, по-моему.
Мы прям совсем хорошо идем. Так хорошо мы еще не ехали. Главное не врезаться на пустом месте. Такое иногда тоже бывает. Едешь, отдыхаешь, зеваешь и все. И приехал. Так. Дик. Моби Дик нас догоняет, походу. Пытается догнать, но не может. Не надо меня так подрезать. Так. Очередной финиш на первом месте. Человек бежит к нам навстречу. Так, время 3:01. Мне порекомендовали тебя. Еще бы. Я товарищ удачи. Где не проеду, везде первый. По-моему, мы только первую гонку профукали, получается. Там второе место заняли. Все остальное мы на первом. И одна только гонка была на спорное первое место, но нас там поставили, поэтому мы на первом. Так, пустыня. Еще должны быть трассы, если правильно вспоминаю, ковыряю в своей памяти хомячка. Были трассы, где встречное движение меняется. То есть, как в Лондоне, справа встречка, а слева попутка. И иногда, если ты забываешь про это, то ловишь встречку. Оу-оу-оу. Ловишь встречку просто-напросто. Так, потеряли скорость на песке. Иди отсюда, орет он. Оу, кто-то полетел. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Чуть-чуть не влетел. Воу. Единственное, очень легко распознать, когда есть встречка. Метров, соответственно, за 100, за 200 машина начинает сигналить. Иди отсюда, ва. Машина начинает сигналить, если ты едешь по ее полосе. То есть, если ты мимо проезжаешь, то... Да ладно. Серьезно? Там кто-то, по-моему, тоже рухнул об мой мопед. Ну-ка, сейчас проверим, есть там кто или нету. Да, вон, смотри, смотри, бежит чай. Вот. До финиша подтолкнули парнишку. Вот, то есть, если ты мимо едешь, соответственно, сигналить никто не будет. Но если ты по встречке едешь, они прям сигналят вовсю. Но при этом никто из автомобилистов не сдвигается. Они прут на пролом. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Иди отсюда. Это был ваш кактус. Так, правый поворот. Иди отсюда, дай повернуть. Ой-ой-ой, как выкинули меня неудачно. Сейчас обгоним. Так. 5 из 16. Сейчас обгоним, будем четвертыми. Иди отсюда, иди отсюда. Ми-бип. Не, некоторые звуки это просто вершина озвучки. Так, 4, 3, 2. Все, вот они. Что ты там окаешь? Так, это все наши товарищи едут. Ау, 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 ау. Хорошо обошли. Так, мы первые. Прямо хорошо на поворотике. И снова мы уверенно лидируем. Нас никто не может догнать. На 20 метров позади. Так, смотри-ка, догоняет, походу, победить хочет. А вон он финиш. И мы первые, да. Мы снова первые. Так, кирпич. 3:04. Так. Поехали последнюю пустынную проезжать. И травку оставим на самое вкусное. Мимо буренок будем кататься.
Самые скилловые ребята умудряются на быстром обгоне сильным ударом выбить последнего байкера, который едет, получается, 15-й. У кого-то получается, у кого-то нет. Но вот у меня не получилось. Раньше когда-то попадал. Прямо рассчитываешь скорость вместо стыка, да ё-моё. И прямо в кукуху ему заряжаешь. Так, есть хороший обгон. Единственное, ты не можешь никак выбрать сторону, откуда ты будешь наносить удар, лево или право. Персонаж автоматом выбирает в зависимости от того, с какой стороны находится ближайший к тебе персонаж. Поэтому, когда начинается коробочка, то персонаж начинает просто дико психовать. То есть ты планируешь ударить левого, к тебе в этот момент справа. И персонаж уже замахнулся, соответственно, на левую сторону. В какие-то моменты может это быть весьма критичным. Так, Наташа. Наташа уже где-то дубинку взяла. Наташа, отдай дубинку. Вот крюка у меня нету. О! 2 истребителя пролетели. Иди отсюда. Иди отсюда. Я тебя сюда не звал. И ты иди отсюда. Понял. Реальные кабаны врываются. Что-то тут заверещал. А кто, непонятно. Так, мы вторые. Перед нами остался последний. И это человек из вражеской команды. Его нужно не просто догнать, а в идеале его еще и хлопнуть. Тогда мы снова можем уверенно лидировать. Это Хелмут. Шикарное попадание в кукуху. Так, опять Моби Дик за нами вернулся. Сейчас будет, наверное, самое противное противостояние. Он вешает, по-моему, наручники. Так, ну-ка. Иди отсюда, псина. Пошел, пошел. Еще и под встречку его. Так, отрыв 70 метров от ближайшего. Поэтому, скорее всего, мы сейчас уверенно финишируем. Да сколько вас? Это Балуния. Сейчас я тебя тоже догоню, засранец. Хоть ты не участвуешь в гонках, но я тебя догоню и накажу. На этом повороте раньше всегда вылетал. Просто процентов 90 были вылеты. А почему? Потому что не умели пользоваться тормозами. Тормоза придумал трус. Мы всегда жали газ. Так, 3:00. И мы четко вписались в 3 минуты. Хватай свою дубинку и вперед. Плохо? Так, последняя трасса перед великим обновлением байков. Так, начинаем с горочки, значит, наверное, ускорение будет. Ну, я думал, пошустрее. Как-то вяленько. Так, тихо, 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 встречка. И так, эть. Ну, тоже неплохо. И тебе чуть-чуть достанется. Вся прелесть этой игры — это именно навалять сопернику, поэтому хочется бить всех, начиная от последнего. Так, коробочка. И... Ах ты ж, иди отсюда. И ты иди отсюда. Да что ты перед рожей. Да. Так, кто там? Ну-ка, на тебе дубинкой по роже. Понял. И тебе чуть-чуть. У оружия тоже есть, получается, как супер удар, который позволяет с одного раза ударить, но им сложно попасть. Ты смотри, он мою дубинку отжал. Жарил-то по полной. Эй, куда улетел-то, ё-моё. Мне повезло, что я не упал сейчас с первого раза. То есть, в смысле? Собака, пошел отсюда.
О, видали? Вот этот был электрошок. Ой. Прям нарушение на глазах закона. Персонажа сбил уличного. Так, Петрович, Петрович, не беси. Собака, а? Ты смотри, как тормозит меня прямо. Это, наверное, челябинский Петрович. ГИБДДшник, который не берет взятки. Едет до посинения. О, тихо. Так, правый поворот. Мы четвертые. Вот вижу двоих. И, скорее всего, там же где-то рядом уже первый будет. Хотя нет, его еще даже на карте нету. Так, сейчас надо шлепнуть. Ах ты ж, смотри-ка, не хватило. Чуть-чуть не хватило. Сейчас, может, добьем. Ну, пошел. Так, вон первый. Первый это наш. Мистическое проникновение в своих. Главное, чтобы он в меня также не въехал. Ну, глюки, баги уж. Игры 2000-го... Да, это вполне нормальное явление. Шикарно. Финиш. Пятерочку забрали за собой, товарищи. Кирпич, смотри, самое быстрое время 2:51. А? Вообще не дурно, я считаю. Punt, this is the big time. This is the gauntlet. Are you ready for the gauntlet? Is the gauntlet ready for me? That's the question! Pipes. Chains. 2x4s. You want to move up the ladder, don't you? Yeah! You want to move up the ladder? Are you alright? Ну, вот такие, да, короткие веселые ролики. Я уверен, ты сможешь это сделать. Веселый падающий упырь. Чтобы достичь лоу-арендатора, вы будете должны сразиться против домашней команды. Следите за временем. Давай. Видимо, это собрана команда всех тех, кого я перебил за предыдущие 9 треков. Потому что, мне кажется, я своих сбросил намного больше, чем чужих. Поэтому теперь будут злые, реальные кабаны. Так, время 2 минуты 20 секунд. Да, смотри-ка, все свои, все байкеры. То есть ни одного человека в спорткостюме нету в латексном. Ну ладно, поедем. Его, получается, нужно просто достичь за 2 минуты. А где таймер? Видимо, нельзя отставать еще от них. Я понял. Так. Простите, пожалуйста. Не подскажете, как проехать? Это нормально так байк проехал. Где библиотека? Подскажи, пожалуйста. Пошел вон, пошел вон. Во гады прессуют. Так, цепочку отжали. Ну, смотри, у этого жилетка есть красивая. Пошел вон, пошел вон. Я тоже так могу. Так, Зеда снесли. Так, это, наверное, Петрович. Нет? Холмес, это Холмес. Пошел вон, Холмес. Опа. С шокером был. Повезло, убрали. Так, и тебя уберем. Давай, давай, давай. Вау. Вот это замес. О, кто-то как обезьяна орет. Пошел вон, пошел вон. Да. Так. Да не ори ты, что-то разорался-то. Но здесь счетчика нету, сколько ты убил, снес. Обидно. Так, правый поворот. Слушай, там кто-то меня преследует, прям реальная обезьяна. Меня это смущает. Орет и орет, как обезьянка. Так, 18 секунд. Опаньки, а вот и финиш. Так, что, мы выполнили задание-то или нет? Что нужно было сделать? Ты молодец. Поздравления.
Я думал, надо лидера догнать, там навалять ему. Moving up. Punt, down here, shine down here. Spaz, I thought you said you knew how to do this. We're almost rashing. Вот такой вот моднявый шлем. Now you'll get some respect. It's your ride, brother. Да. Я уверен, ты сможешь это сделать. Так, ну что, вот теперь нам дают трассы по 9 с лишним миль уже. И дают новые, более крутые мотоциклы. На этом мы серию закончим и изучать новую технику будем в другой раз. Подписывайтесь на канал, дорогие друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии. До скорой встречи. Всем удачи. Пока-пока.